Египет, земля древних фараонов и загадочных пирамид, всегда притягивала внимание исследователей. Но что скрыто под песками и за пределами известных архитектурных шедевров? В последние годы археологи сделали сенсационное открытие — подземный комплекс, который совсем не похож на привычные памятники древности. Эти подземелья, которые мы сейчас будем изучать, вызывают больше вопросов, чем ответов. Во время раскопок в окрестностях древнего города Мемфис, близ известного района Гиза, были обнаружены сплошные лабиринты туннелей и камер, вырезанных из камня с невероятной точностью. Эти подземные структуры, датируемые несколькими тысячелетиями назад, кажутся совершенно уникальными в контексте египетской архитектуры. Отличаясь от пирамид, храмов и гробниц, с которыми мы привыкли ассоциировать Египет, этот комплекс поражает своей сложностью и продуманностью. Древние строители использовали для возведения этих туннелей местные известняковые породы. Однако не только материал удивляет. Археологи отмечают, что структура и форма коридоров и комнат совершенно не похожи на известные образцы древнеегипетской архитектуры. Гладкие стены, идеальные углы и загадочные символы на камне заставляют задуматься о том, какие знания были у этих строителей. Даже современные инженеры испытывают трудности с реконструкцией таких сложных сооружений. И исследователи также сообщили о наличии системы вентиляции, которая позволяет воздуху циркулировать в этих подземельях. В то время как в других известных памятниках такая система отсутствует, здесь она явно продумана. Это открытие ставит под сомнение наше понимание древних технологий. Как могли древние египтяне создать такие сложные механизмы без современного оборудования? Что еще более интригует, так это тот факт, что подземный комплекс обнаружен на уровне значительно ниже, чем большинство археологических раскопок в этом регионе. Это поднимает еще больше вопросов о том, как выглядела поверхность в древности. Возможно, мы имеем дело с остатками утраченной цивилизации, о которой мы ничего не знаем, или же это создано для целей, непонятных современному человеку. При раскопках археологи нашли артефакты, которые также бросают свет на этот загадочный комплекс. Это различные орудия труда, керамика и даже предметы, которые кажутся ритуальными. Однако ни один из найденных предметов не соответствует ни одной известной культуре, существовавшей в Египте в тот период. Это еще один виток в этом захватывающем расследовании, который оставляет множество вопросов без ответов. Очевидно, что эти подземные тоннели созданы не только для хранения или ритуалов. Более того, их местоположение указывает на то, что они могли служить важной цели, возможно, связанной с защитой или тайным поклонением. Это приводит нас к вопросу, кто же были эти древние строители и каким образом они смогли создать нечто настолько сложное и загадочное. Далее исследователи начали анализировать содержание грунта вокруг комплекса. Это открыло новые горизонты для понимания геологии региона и его исторической значимости. Анализ показал наличие редких минералов, которые не встречаются в других местах, что может также указать на существование древних торговых путей и миграций. Переходя к следующей стадии исследования, археологи решили провести более детальные раскопки, которые могли бы пролить свет на происхождение этой необычной архитектуры. Их дразнящие гипотезы о загадочных конструкциях и их назначении заставляют ожидать дальнейших открытий. Каждый новый камень, каждый новый туннель — это не просто еще одна находка, а ключ к пониманию древних тайн, которые остаются неразгаданными. Этот комплекс становится настоящей загадкой, которая не просто бросает вызов нашим представлениям о Древнем Египте, но и открывает дверь в мир, где технологии и знания могли быть гораздо более развитыми, чем мы думаем. Позвольте себе заинтриговаться, ведь впереди нас ждут невероятные открытия, которые могут изменить наше восприятие древнеегипетской цивилизации. В самом сердце этого загадочного комплекса лежит архитектура, которая вызывает недоумение и восхищение. Стены, вырезанные с невероятной точностью, и коридоры, которые ведут в неизвестность, заставляют задаваться вопросом: откуда же пришли эти знания? Одним из наиболее интересных аспектов является использование местного известняка, который служил основным строительным материалом. Однако в этом случае речь идет о его обработке. Каждый блок кажется таким, будто его вырезали с ювелирной аккуратностью. Это ставит под сомнение привычные представления о технологических возможностях той эпохи. Исследователи обнаружили, что стены подземелий покрыты загадочными символами и знаками, которые не соответствуют известным древнеегипетским письменным системам. Эти изображения, вероятно, были созданы для конкретных ритуалов или, возможно, для передачи информации. Археологи еще не пришли к единому мнению о значении этих символов, что только добавляет загадочности. При этом некоторые из них напоминают иероглифы, но их стиль и исполнение совершенно уникальны. Также необычна планировка подземного комплекса. Коридоры не просто соединяют отдельные комнаты, а образуют сложные сети, которые могут запутать любого. Исследования показали, что некоторые из них ведут в узкие пространства, где невозможно было бы разместить людей, что ставит вопрос о функциональности этих участков. Возможно, они были созданы для других целей, не связанных с обустройством жилых или церемониальных зон. Интересно, что в некоторых местах были обнаружены небольшие камеры, которые были тщательно замурованы.
Это наталкивает на мысль о том, что в них могли храниться важные артефакты или даже ритуальные объекты. Внутри этих камер нет доступа к свету, создавая атмосферу полной изоляции. Исследователи предполагают, что такие участки могли служить для медитации или выполнения других духовных практик. Каждое новое открытие при раскопках добавляет загадку к общей картине. Сравнение с другими известными архитектурными памятниками Египта также вызывает много вопросов. В отличие от пирамид с их четкими геометрическими формами и функциональным назначением, новый комплекс кажется намного более спонтанным в своей архитектуре. Здесь нет никакой идеологии, присущей пирамидальным постройкам. Это еще одна деталь, которая ставит под сомнение связь этого комплекса с традиционными структурами фараонов. Важным открытием стало наличие системы вентиляции, которая позволяет воздуху свободно циркулировать. Это говорит о том, что строители заранее продумывали не только эстетическую, но и функциональную сторону своих конструкций. В отличие от других исторических памятников, где подобные системы отсутствуют, здесь они явно играют ключевую роль в поддержании микроклимата. Исследователи изучили геологические образцы, взятые из окрестностей комплекса, и обнаружили наличие уникальных минералов. Эти находки могут указать на более широкие торговые пути и взаимодействие между древними цивилизациями. Возможно, этот комплекс был частью более обширной сети, связанной с обменом знаний и культур. Это открытие может привести к новому пониманию не только египетской, но и всего региона. В процессе дальнейших раскопок археологи начали находить орудия, которые на первый взгляд кажутся привычными, но при более детальном анализе оказываются совершенно уникальными. Эти артефакты, включая различные инструменты и керамику, не имеют аналогов ни в одной известной культуре того времени. Это ставит под сомнение наше понимание о том, какие народы могли обитать в этой области и каковы были их технологии. Каждое новое открытие становится не просто находкой, а ключом к пониманию загадок, которые окружали эти древние строения. Зачем были созданы эти сложные конструкции? Какой была их функция в жизни тех, кто их построил? Загадки, которые мы сейчас исследуем, демонстрируют, что знания древних строителей могли быть гораздо более глубокими и сложными, чем мы когда-либо могли представить. Итак, что же ждет нас впереди? Как только исследователи начали анализировать этот подземный лабиринт, они вскрыли множество новых тайн, которые только добавляют интриги к уже существующим загадкам. Впереди нас ждут не менее захватывающие открытия, которые могут изменить наши представления о древних технологиях и архитектуре. Исследование подземного комплекса открывает нам невероятные лабиринты, созданные с мастерством, которое сложно представить. Туннели и камеры, тщательно спроектированные и выполненные, создают впечатление, что мы находимся в другом измерении, где архитектура и технологии древности приобретают совершенно новое значение. Каждый поворот в этих коридорах может привести к неожиданным открытиям, и каждая камера таит в себе свои секреты. Археологи, исследуя эти пространства, обнаружили, что конструкция лабиринтов служит не только для передвижения, но и, похоже, имеет свои собственные правила. Коридоры поворачивают под углом, ведут к узким проходам, которые кажутся неестественными для традиционных архитектурных решений Древнего Египта. Как будто они были созданы с учетом каких-то особых условий, которые современные исследователи пока не могут расшифровать. Некоторые участки лабиринта ведут к замкнутым камерам, которые были полностью замурованы. Эти скрытые пространства вызывают особый интерес, поскольку их предназначение остается загадкой. Исследователи предполагают, что в этих изолированных помещениях могли храниться ритуальные предметы или артефакты, имеющие колоссальную историческую ценность. Темные углы и отсутствие света в этих камерах создают чувство, будто в них сохраняется что-то важное, что ждет своего часа, чтобы быть обнаруженным. Сравнивая это сооружение с известными памятниками архитектуры, такими как пирамиды, мы видим, что здесь отсутствует привычная идея симметрии и строгости линий. В отличие от великих гробниц фараонов, которые были построены с явным функциональным назначением, этот комплекс кажется более спонтанным, как будто он возник в результате какого-то естественного процесса или даже эксперимента. Археологи задаются вопросом, что могло вдохновить древних строителей на создание таких сложных конструкций и какова была их цель. К тому же из самих стен лабиринта исходят загадочные символы, которые не поддаются однозначной интерпретации. Они могут быть частями какого-то ритуала или кода, который до сих пор остается неразгаданным. Эти надписи не соответствуют известным иероглифам, что ставит под сомнение нашу интерпретацию той эпохи. Древние мастера, вероятно, обладали знаниями, которые в наше время были утеряны. Уже на этом этапе многие исследователи начинают говорить о возможности существования еще одной неизвестной цивилизации, которая могла находиться на этом месте до появления известных исторических народов. Лабиринты, которые они построили, кажутся слишком сложными и продуманными для своего времени. Это ставит перед нами вопросы о том, как далеко могла зайти древняя архитектура и какие технологии были доступны. Но не только форма и символика интересуют археологов. В ходе раскопок они также обнаружили множество артефактов, которые кажутся совершенно уникальными. Здесь были найдены орудия и керамика, которые не имеют аналогов в других известных культурах.
Эти предметы явно указывают на то, что в этом комплексе когда-то существовала жизнь, полная ритуалов и традиций, которые до сих пор остаются загадкой. Одним из самых удивительных открытий стало присутствие системы вентиляции, позволяющей воздуху свободно циркулировать по туннелям. Это создает уникальный микроклимат, который мог быть жизненно важен для тех, кто использовал этот комплекс. В отличие от других известных памятников, где подобные системы часто отсутствуют, это открытие подчеркивает высокий уровень инженерной мысли древних строителей. Внимание исследователей также привлекло геологическое окружение комплекса. Анализ грунта показывает наличие редких минералов, которые не встречаются в других регионах. Это открытие может указывать на торговые пути, существовавшие в то время, а также на взаимодействие между различными цивилизациями. Подобные находки могут изменить наше понимание не только об этом комплексе, но и о древнем мире в целом. Как только археологи начали исследовать каждую деталь, они заметили, что некоторые коридоры ведут к точкам, где можно обнаружить небольшие отверстия, возможно, используемые для наблюдения или в качестве выходов в другие части лабиринта. Это создает дополнительный уровень интриги и загадки, открывая новые горизонты для размышлений о функциональности этих туннелей. Каждое новое открытие в этом подземном комплексе подчеркивает, что знания древних строителей могли быть гораздо более обширными, чем мы могли бы себе представить. Возможные связи между различными культурами, уникальные артефакты и продуманные архитектурные решения создают картину, которая заставляет нас пересмотреть все, что мы знали о Древнем Египте. Тем временем впереди нас ждут еще более захватывающие открытия, которые могут окончательно изменить наше восприятие технологий и архитектуры древности. В процессе раскопок подземного комплекса в Египте исследователи столкнулись с множеством загадок, которые до сих пор остаются без ответов. Каждый новый коридор, каждая камера, обнаруженная в этом лабиринте, кажется, хранит в себе нечто большее, чем просто каменные стены. Исследователи отмечают, что многие конструкции были тщательно замурованы, что создает атмосферу таинственности и интриги. Эти замурованные пространства могут содержать важные артефакты, которые когда-то использовались в ритуалах или даже хранили секреты, известные только древним строителям. Одним из первых открытий стало наличие узких проходов, которые, казалось бы, не предназначены для перемещения людей. Эти участки комплекса вызывают вопросы о том, какие цели могли преследовать древние архитекторы, создавая такие необычные конструкции. Практически в каждом уголке лабиринта исследователи находят символы и знаки, которые еще не были расшифрованы. Эти загадочные изображения, вероятно, связаны с ритуалами или древними учениями, которые до сих пор остаются тайной. Важным аспектом исследования является и анализ содержания грунта в окрестностях комплекса. Ученые взяли образцы и обнаружили наличие редких минералов, которые не встречаются в других местах. Это открытие может свидетельствовать о существовании древних торговых путей, которые могли связывать этот комплекс с другими цивилизациями. Возможно, подземные туннели служили не только для хранения, но и как часть более широкой сети взаимодействий между народами, о которых мы до сих пор не имеем прямых сведений. Чем больше археологи исследуют комплекс, тем больше вопросов возникает. Стены подземелий покрыты знаками, которые не соответствуют известным письменным системам Древнего Египта. Это поднимает гипотезы о существовании неизвестной цивилизации, которая могла оставить свой след в этой уникальной архитектурной конструкции. Каждое новое открытие в комплексе подчеркивает, что знания древних строителей могли быть гораздо более глубокими и сложными, чем мы когда-либо подозревали. Обнаруженные орудия труда и керамика также удивляют исследователей. Многие из этих предметов не имеют аналогов в известных культурах той эпохи, что ставит под сомнение наше понимание о том, кто именно создавал этот комплекс. Каждое новое открытие становится ключом к пониманию жизни тех, кто когда-то использовал эти подземные тоннели. Зачем они были созданы и какова была их функция? Эти вопросы остаются актуальными, и на них необходимо найти ответы. Кроме того, уникальная система вентиляции, обнаруженная в подземельях, поражает своим замыслом. Эта система обеспечивает циркуляцию воздуха, что указывает на высокий уровень инженерной мысли древних строителей. Это открытие ставит под сомнение представление о том, как древние технологии могли быть развиты. Как они могли создать такую сложную систему без современных инструментов и оборудования? Это вызывает дополнительные вопросы о методах, которые использовались в процессе строительства. Планировка подземного комплекса также вызывает восторг и недоумение. Здесь нет привычных для египетской архитектуры строгих линий и симметрии. Вместо этого мы видим сложные сети коридоров, которые ведут в узкие пространства и замурованные камеры. Это создает впечатление, что строители имели совершенно иное представление о пространстве и архитектуре. Какой была их цель? Возможно, эти лабиринты служили для каких-то тайных ритуалов или даже охраны сокровищ. Исследователи также обратили внимание на отсутствие света в некоторых камерах. Это может говорить о том, что они использовались для медитации или других духовных практик. Каждая новая находка в этом комплексе открывает двери к пониманию древних верований и традиций, которые, возможно, были забыты с течением времени.
Сравнение нового комплекса с другими известными памятниками Египта показывает, что здесь отсутствует традиционная архитектурная идеология. Это еще больше подчеркивает уникальность данного сооружения. В отличие от пирамид, которые были построены с ясной целью, этот комплекс кажется более экстравагантным и загадочным. Открытия в подземельях заставляют по-новому взглянуть на исторические события и процветание древних цивилизаций. Как только исследователи анализируют каждый аспект комплекса, они начинают видеть более широкую картину, которая подчеркивает важность этого места в истории. Все эти загадки могут указывать на то, что мы имеем дело с остатками утраченной цивилизации или же с местом, которое было значимо для древних народов. Подземный комплекс становится настоящим вызовом для нашего понимания истории и технологий древности, и он явно требует дальнейших исследований. Впереди нас ждут новые открытия, которые могут изменить наше представление о Древнем Египте и его технологиях. Каждый новый артефакт, каждое новое открытие в этом загадочном лабиринте подчеркивает, что знания и архитектурные достижения древних строителей были гораздо более обширными и сложными, чем мы могли бы себе представить. Эти исследования обещают раскрыть многие тайны, которые веками оставались скрытыми под песками времени. Исследования подземного комплекса в Египте открывают перед нами захватывающий мир технологий и архитектуры, о которых мы могли только мечтать. Этот лабиринт, вырезанный из камня с поразительной точностью, представляет собой нечто большее, чем просто набор туннелей и камер. Каждая деталь, каждая стена, кажется, хранит в себе тайны, которые до сих пор остаются неразгаданными. Древние строители обладали знаниями, которые могли бы потрясти современное общество, и это открытие бросает вызов тому, что мы знаем о древних технологиях. Во время раскопок археологи обнаружили, что стены подземелий украшены загадочными символами. Эти изображения не соответствуют ни одной известной письменной системе Древнего Египта. Каждый знак и каждая надпись могут быть частью кода, который был предназначен для передачи информации или ритуальных указаний. Отсутствие аналогов указывает на то, что этот комплекс мог принадлежать неизвестной цивилизации, которая оставила после себя уникальные следы. Мастера каменной обработки использовали местный известняк, но их техника была настолько продвинутой, что каждый блок выглядит словно вырезанным с ювелирной точностью. Это ставит под сомнение представление о возможностях древних инженеров. Как могли они создать такие сложные конструкции без современных инструментов? Стены подземелий гладкие и идеальные, что вызывает восхищение и недоумение у исследователей. Анализ системы вентиляции, обнаруженной в подземельях, также поражает. Эта система обеспечивает циркуляцию воздуха, что говорит о высоком уровне инженерной мысли древних строителей. В отличие от многих других известных памятников, система вентиляции здесь явно спроектирована для поддержания комфортного микроклимата. Это открытие подчеркивает, что древние египтяне не только знали о строительстве, но и обладали глубокими знаниями физики и инженерии. При дальнейших раскопках было найдено множество уникальных артефактов. Орудия труда, керамика и даже предметы, которые кажутся ритуальными, не имеют аналогов в других известных культурах. Эти находки указывают на то, что в этом комплексе когда-то существовала жизнь, насыщенная ритуалами и традициями, о которых мы знаем лишь смутно. Каждая находка становится ключом к пониманию обычаев и верований древних народов. Некоторые камеры в лабиринте были тщательно замурованы. Это создает атмосферу тайны, ведь в этих изолированных помещениях могли храниться ценные артефакты или ритуальные объекты. Исследователи предполагают, что такие места использовались для медитации или духовных практик. Темные углы и отсутствие освещения усиливают ощущение, будто в этих камерах скрывается нечто важное, ожидающее своего часа быть открытым. Планировка комплекса удивляет своей сложностью. Коридоры не просто соединяют отдельные комнаты, но образуют запутанные сети, которые приводят к узким проходам и замкнутым пространствам. Исследователи отмечают, что такие конструкции могли быть созданы для других целей, не связанных с обустройством жилых или церемониальных зон. Каждая новая находка в этом лабиринте добавляет загадку к общей картине. Кроме того, археологи обнаружили, что содержание грунта вокруг комплекса содержит редкие минералы. Эти находки могут указывать на существование древних торговых путей, которые связывали этот комплекс с другими цивилизациями. Возможно, подземные туннели служили не только для хранения, но и как часть более широкой сети взаимодействия между народами. Анализ образцов показывает, что в этом регионе происходил активный обмен товаров и знаний. Исследователи начали также изучать геологические образцы из окрестностей комплекса. Это может помочь в понимании исторической значимости региона и его связи с другими культурами. Совпадения и наблюдаемые закономерности указывают на то, что этот комплекс может быть частью более обширной сети, связанной с древней торговлей и миграциями. Каждое новое открытие подчеркивает, что знания древних строителей могли быть гораздо более обширными, чем мы могли бы себе представить. Возможные связи между различными культурами, уникальные артефакты и продуманные архитектурные решения создают картину, которая заставляет нас пересмотреть все, что мы знали о Древнем Египте.
Это открытие не только открывает новые горизонты, но и ставит перед нами вопросы о тех технологиях, которые уже давно были утеряны. Процесс раскопок продолжается, и каждая секция лабиринта может предложить новые данные для анализа. Археологи находятся в ожидании новых находок, которые могут изменить наше представление о древних технологиях и архитектуре. Этот комплекс становится настоящим вызовом для нашего понимания истории, и он явственно требует дальнейших исследований. Как только исследователи начинают анализировать каждый аспект комплекса, они видят более широкую картину, которая подчеркивает важность этого места в истории. Загадки, которые мы сейчас исследуем, демонстрируют, что знания древних строителей могли быть гораздо более глубокими и сложными, чем мы когда-либо могли представить. Эти исследования обещают раскрыть многие тайны, которые веками оставались скрытыми под песками времени. Впереди нас ждут новые открытия, которые могут изменить наше восприятие Древнего Египта и его технологий. С каждым новым артефактом, с каждым новым открытием в этом загадочном лабиринте мы приближаемся к пониманию того, каким было общество, создавшее этот уникальный комплекс. Каждый шаг вперед в этом исследовании подчеркивает, что знания и архитектурные достижения древних строителей были гораздо более развитыми, чем мы могли бы себе представить.